Сегодня 30 мая 2025 года, и всем привет из Одессы. Так, что-то здесь, обережно можливе обвалення, аварийно. Хорошо, что предупреждают табличками, потому что посмотрите, что делается. Да, в Одессе реставрируют фасады, но, к сожалению, денег на все реставрации не хватает. И такие прекрасные здания рушатся. Ну, все время забываю о том, что желательно не ходить под карнизами, потому что иногда реально что-то падает на прохожую часть. Посмотрите, какой мужчина в возрасте и какой молодец. На самокате едет по своим делам. Мне удалось зайти в центре города в Одесский дворик. Посмотрите, как балкончик зарос виноградом. Смотрите, как классно. Обожаю одесские дворы, каждый уникален по-своему. И в них всегда спокойно, так приятно. И какая-то, знаете, такая семейная атмосфера. И вот в какой ни зайди, каждый по-своему уникален. И всегда что-то можно интересное и познавательное для себя найти. Вот немного, но все же стирочка хоть какая-то все-таки есть. Зелено. Все украшают, все всегда цветами, кустами. Люди молодцы. Я когда-то на Нежинской зашла во двор и не могла из него выйти. Поэтому теперь, прежде чем зайти в какой-то из одесских дворов, я всегда проверяю замки, выйду я ли нормально и не придется ли мне ждать, пока кто-то меня выпустит. Вы тоже так делаете, потому что дворы коварные. Просто уже жильцам города, жильцам дворов так надоели посторонние, потому что не все приходят с добрыми намерениями, что практически теперь в одесские дворики не попадешь, не зная кода. Очень сложно. Потому что многие дворы на кодах, не могу вам что-то интересное показать, и часто просто ухожу, так и не дождавшись, пока мне кто-то откроет. Если бы все люди себя правильно и культурно вели и сохраняли везде уважение, чистоту и порядок, то дворы бы не закрывали, и мы бы все с вами в них заходили и смотрели, как там живут одесситы. Многие из наших зрителей пишут, что так любят смотреть наши видео, потому что мы часто делаем прогулки по Одессе. И люди, которые давно уехали из Одессы, и люди, которые уехали из-за войны, очень скучают по своему дому. Конечно, ностальгия по жизни в этом чудесном городе. И, как нам написала недавно одна из наших зрительниц, мы являемся такой тоненькой ниточкой с домом. Мы понимаем, каково это скучать за своими родными краями, потому что мы тоже уезжали и тоже безумно скучали, и нам хотелось хоть краешком глаза посмотреть, как живет сейчас, как жила тогда Одесса. И очень часто я прохожу мимо домов людей, которые живут за границей, где-то далеко, в Америке, в Мексике, в Австралии, и люди таким образом могут посмотреть на любимые улицы, на родные улицы, увидеть свои дома, увидеть свои любимые балконы. Поэтому это чудесно, что мы можем дать такую возможность для других людей. Красивые фонари, такие большие. Фонари украшают улицу. Свадебное вечернее платье. Как показывает практика, несмотря на войну, в Одессе свадеб много. Достаточно поехать к оперному, и все сразу становится понятно. Сейчас по городу развелось очень много водителей самокатов, которые не соблюдают правила дорожного движения, и очень часто их сбивают автомобили, либо из-за них попадают в аварии. Так что если вы уже на них и ездите, то, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, ведь они написаны для всех. В последнее время, абсолютно всегда, когда приезжаю в центр Одессы, вижу, как инспекторы
просто массово выписывают штрафы за нарушение правил парковки, потому что очень много водителей просто не хочет или у них не получается их соблюдать. Кому-то выписывают штрафы за то, что оставляет свой автомобиль в неотведенном для этого месте. Кому-то выписывают штрафы за то, что люди становятся на платную парковку и просто игнорируют правила и ее не оплачивают. А кому-то выписывают штрафы, самые худшие, считаю, это когда люди становятся на места для инвалидов и тем самым их не уважают. Как-то раньше инспекторов я видела меньше и людей, которые получают штрафы, соответственно, тоже. Сейчас несколько раз я уже видела, как автомобили просто увозят на эвакуаторе, если уже совсем плохо водитель его запарковал. То, что в Одессе, в историческом центре города или в каких-то других туристических местах сложно запарковать автомобиль в час пик, это точно факт. Но тем не менее существуют правила, за нарушение которых мы несем ответственность. Поэтому, если вы хотите схитрить и оставить автомобиль в неотведенном для этого месте, то, скорее всего, у вас вряд ли получится, и вам тоже выпишут достаточно высокий штраф. Слушайте, как поют птицы. Они уже тоже радуются, что дождь закончился. Смотрите, расцвела чайная роза. Какая прелесть. Так пахнет. Вот такой вот ресторанчик. Розы уже повсюду зацвели. Класс. Цветы сменяются цветами сейчас в Одессе. И все пахнет, пахнет. И после дождя просто даже собаки счастливые. А вот какая роза красивая. Ой, какая нежность. Все мы знаем, что День защиты детей в Украине официально празднуется 1 июня. И в этом году в Одессе на 1 июня планируется проводить различные концерты и развлекательные мероприятия для детей. Но, представляете, сегодня зашла в новости и прочла, что День защиты детей теперь переносится на 20 ноября, и теперь Украина будет праздновать его вместе с остальным миром во Всемирный день ребенка. Вот такие у нас происходят изменения. Думаю, в этом году еще 1 июня все будут праздновать, ну а в следующем, наверное, все изменится. Красивое место. Каждое заведение в Одессе по-своему уникально и прекрасно. Смотрите, как красиво украсили фасады. Прелесть. Такое чувство, что ты где-то за границей. А посмотрите, какой сверху балкончик с зонтом. Я хочу увидеть просто человека, который там живет, и, судя по всему, это женщина, которая любит сидеть за столиком. Хотя это может быть окошко 2-го этажа кафе. Я никогда здесь не была, но нужно оставить себе заметочку, что это место нужно посетить. Витрины в Одессе, как всегда, загляденье. Это сантехника. Смотрите, какая ванна прикольная, необычная. Ну, магазины сантехники мы еще с вами не ходили. Не знаю, будет вам интересно или нет. А вот здесь мебель есть тоже. Люстры, диваны. Это если вы купите в Одессе недвижимость, то можете смело приезжать и покупать все для ремонта необходимо. А вот тоже ванна прикольная. Представляете, чтобы канал На Позитиве снимал видео в такой ванной? Было бы очень даже интересно. Чем теплее становится на улицах, тем больше людей становится в заведениях. Вот здесь, в принципе, сразу цены, что сколько стоит, чтобы ориентировались еще на ходу. Капучино 90, эспрессо, тоник 150, матча даже есть 150 и лимонад 105. Так, тобі сюди, свіже пиво. Я би зайшла.
но ничего сейчас не хочется. А, даже кава есть, не только пиво. Еще мне безумно нравится, когда на балконы пускают плющ или виноград. Очень часто это можно увидеть в Одессе. Красиво, украшает фасады. Правда, иногда некоторые растения и портят эти фасады, но все равно выглядит очень прикольно, и не везде такое есть. Ой, пух уже вроде бы отцвел, но все равно иногда попадает. И я уже 15 раз чихнула, пока сняла это видео. Ой, еще пару недель надо потерпеть.